Полный, но задний ход. Блокада вынудила сторону конфликта пойти на серьезную уступку. Свистать всех наверх. Украинские дроны заставили российские власти идти на экстраординарные меры. Это праздник со слезами на глазах. 9 мая пройдет важное и унизительное для Кремля мероприятие. Китай помогает Ирану, Вашингтон готовит ответ. После зимнего холодомора Украину ждет еще худшее лето. Озвучены планы Москвы по наращиванию ударов. Российских женщин заставят рожать от участников СВО. В Думе озвучили новую инициативу. Об этих и других событиях к утру субботы, 18 апреля. Факты, которые имеют значение. Новости Нехта. Коротко и по делу. Международные ракетиры отступили. Режим Аятол пошел на попятную. Министр иностранных дел Ирана сообщил об открытии важнейшей для мира морской артерии. Об этом Аббас Аракчи написал в соцсети X. В соответствии с режимом прекращения огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран. Формальная причина – временное прекращение активных действий Израиля в Ливане. Но, похоже, сработала блокада Ормуза силами ВМС США. Она началась в понедельник. Все иранские порты оказались в изоляции, а это 90% экспорта-импорта. Регулярные налеты беспилотников вынудили очередной российский регион идти на экстренные меры. Вот только речь не о Белгородской или Курской областях, а о малой родине Путина – Ленинградской. Местный губернатор на днях уже назвал регион прифронтовым, а жителей попросил сцепить зубы. Теперь Александр Дрозденко вынужден для защиты от БПЛА идти на малую мобилизацию. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах советской и российской армии. Похоже, особого оптимизма у Дрозденко нет. Контракты планируются сразу на 3 года. На днях назначенец Путина заявил, что с начала года силы ПВО сбили в небе над областью 243 дрона. С конца марта Украина нанесла целую серию ударов по крупнейшим нефтеэкспортным узлам России на Балтике, портам Приморск и Усть-Луга. На днях Дрозденко, выступая перед жителями областями, назвал такие условия тепличными, так как дело еще не дошло до получения талонов для пайка. Очередная пощечина для Путина. Пока в Кремле, по слухам, панически обсуждают, проводить ли парад Победы на Красной площади из-за опасений визита украинских дронов и ракет, стало известно, что 9 мая пройдет другое, унизительное для Москвы мероприятие. Представители вошедших в новый состав парламента Венгрии партий провели консультации и первую сессию решили провести раньше, чем планировалось. И именно в этот день премьером официально станет Петер Мадияр, который сверг с пьедестала старого партнера Кремля. Кстати, на встрече самого Виктора Орбана не было. Судя по его интервью, потерпевший поражение политик пребывает не в лучшей форме. Я не знаю, смогу ли я получить счастье от жизни, помимо своей семьи, или стимул, или амбиции, или вдохновения. Я пока этого не знаю, потому что сейчас я борюсь с усталостью или пустотой, как и вы. Сильно располневший Виктор Орбан пустился в аналогии с футболом, в который некогда любил играть, и с покорностью выразил готовность отправиться на скамейку запасных. А вот исчезнувший после выборов из публичного поля практически уже бывший министр иностранных дел Венгрии нашелся. Журналисты поймали лучшего друга Сергея Лаврова Петера Сиярта, когда он бежал.
Пока не в Москву, а по парку. Но кто знает, не понадобится ли ему хорошая форма в самом ближайшем будущем. Делитесь прогнозами, где окажется эта парочка в ближайшие месяцы. Стало известно об очередных кознях товарища Си Цзиньпина. По данным CBS News, Китай планировал передачу Ирану современных радаров. Речь о X-диапазоне – это технология, которая позволяет видеть дроны и ракеты на низкой высоте. Проще говоря, с таким подарком ПВО Ирана могла бы стать куда более зрячей и устойчивой к ударам. Это не первый сигнал. Разведка уже фиксировала сотрудничество от спутников до возможных поставок вооружений через третьи страны. Если такие системы реально передадут, баланс в регионе изменится. Бить по Ирану американским и израильским силам будет сложнее и дороже. В США пытаются тормозить процесс. Дональд Трамп лично обращался к Си Цзиньпину с просьбой не поставлять оружие. Пекин публично отрицает наличие таких планов. По совпадению, в Вашингтоне решили взяться за коммунистический режим. Законодатели из республиканской партии обвиняют Пекин в краже американских достижений в области искусственного интеллекта. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Атаки с целью извлечения данных из моделей – это последний рубеж китайского экономического принуждения и кражи американской интеллектуальной собственности. Речь о схеме, где берут готовую модель и делают дешевую копию. Это называют дистилляцией. По сути, упрощенное воспроизведение чужих технологий. Если закон примут, нарушителей будут вносить в черные списки и вводить санкции. Фактически США пытаются защитить свое технологическое лидерство, потому что ИИ — это уже не просто бизнес, а вопрос безопасности и влияния в мире. Под удар могут попасть структуры не только из Китая, но и из России. Совсем недавно начавшие формироваться в Украине частные ПВО уже активно работают и ставят первые рекорды. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров. Это новый уровень сложности. Враг масштабирует применение реактивных дронов, более быстрых и более сложных для перехвата. По заданию президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба. Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды. В частности, зафиксировано первое сбивание реактивного дрона. Как написал министр, такие группы уже создаются на 19 предприятиях. Они работают не сами по себе, а встроены в систему воздушных сил ВСУ. Тем временем захватчики собираются значительно увеличить интенсивность воздушных атак. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в Турции. По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает по меньшей мере 400 беспилотников в сочетании с по меньшей мере 20 ракетами. По словам Андрея Сибиги, такие атаки Москва планирует осуществлять до 7 раз в месяц. О ПВО говорил и Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале президент поделился новыми амбициозными планами. Ми шукаємо антибалістику. Найголовніше, рухаємось до таких умов, коли зможемо в Україні та разом з партнерами виробляти протиповітряну оборону. Всі необхідні формати, ППО, системи, ракеты тощо. Президент отметил, что производство собственной ПВО для Украины является стратегической задачей, которая будет гарантировать защиту на десятилетия. Еще одна страна взялась за мигрантов. В Чили начались массовые депортации нелегалов. Президент Хосе Антонио Каста запустил первые рейсы. Людей уже отправляют в Колумбию и Эквадор. Это только начало. Власти хотят сделать такие вылеты регулярными. Параллельно отменяют легализацию более 180 тысяч мигрантов. То есть шанс остаться в стране для них закрывают. Власти объясняют это безопасностью. По их данным, около 6 тысяч человек из этой группы связанные с криминалом. Курс жесткий и понятно, усиливают границы, ставят барьеры, подключают военных. Миграцию напрямую связывают с ростом преступности и теперь делают ставку не на интеграцию, а на выдавливание.
Мир платит за войну, цены на нефть хоть и отступили на фоне новостей о перемирии в Ливане и временном открытии Ормузского пролива иранским режимом, но это не изменит тенденции. Как пишет The Independent, цены на черное золото уже не вернутся к прежней норме. Причина – страх и риски. Танкерное страхование резко подорожало, маршруты стали длиннее. Каждая лишняя миля – это плюс к цене бензина. Но бьет это не только по заправкам. Нефть – это не только топливо, она есть в лекарствах, пластиках, стройматериалах. Дорожает нефть, дорожает все от хлеба до жилья. И бизнес меняет стратегию. Теперь не на сегодня, а про запас. Страны копят резервы, строят хранилища, а эти расходы в итоге оплатит обычный человек. Рожать будущих солдат мало. Родина ставит перед россиянками новые задачи. В Госдуме предложили запретить ЭКО для одиноких женщин. С инициативой выступила скандальная Нина Останина. Она обратила внимание, что в последние 4 года спрос на ЭКО вырос примерно на 50%, причем все большую популярность приобретает соло-материнство. Так что это не очень женское поведение. Мне кажется, что это отступление от наших традиций – родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца. Останина считает, что из таких детей мужиков не получится. Если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня. Креативная дама из Госдумы призывает женщин обратить внимание на ветеранов СВО, мол, это настоящие мужчины. У самой Останиной с воспитанием вышло не очень, несмотря на наличие супруга. Один из 2 сыновей этой идейной путинистки в 2010 году был привлечен к ответственности за убийство партнера по бизнесу. Потерпевший получил 42 ножевых ранения. Сына Останиной позже приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима. В общем, какая власть, такая и демография. Спасибо. Пока в Думе думают, как еще заставить россиянок рожать от ветеранов спецоперации, в оккупированном Крыму решают проблему прямо противоположную. В Севастополе разрешили использовать на социальных похоронах не только деревянные гробы. Теперь подойдут плиты из опилок и даже картон. Главное условие – цена, не дороже 3500 рублей. Раньше в правилах прямо требовали дерево, но оккупационные власти снизили планку. Плыли в родную гавань, и вот приплыли. Война закончится уже в этот уикенд. Петр Мадьяр нанес удар союзникам Орбана за пределами Венгрии. Трамп осудил Россию и кое-что ей запретил. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.